Итак, привет. В современном мире общественное мнение, желание, да и вообще интернет все больше начинают напоминать то, чего так боялись буквально 15 лет назад. Уже сейчас, да-да, не когда-то там через 5-10 лет, а уже сейчас ты можешь зарабатывать сидя дома на удаленке, заказывать еду на дом в приложении, проводить время с друзьями в компьютерных играх или просто созваниваясь в мессенджерах. Да, даже отношения уже давно можно завести и поддерживать онлайн. В общем, добавить неоновых вывесок и будет прям утопия будущего. Хотя до сих пор есть очень много людей, у которых даже электронной почты нет. Когда интернет, такой, какой мы его сейчас знаем, начал появляться в теории, люди уже понимали, к чему это приведет и что будет в будущем. Так и началась эра киберпанка. Одной из показательных работ тогда стал роман Уильяма Гибсона «Нейромант» 1984 года. Из него в том числе были взяты идеи и догадки о мире будущего. Тогда же и вышли такие аниме, как «Акира», «Призрак в доспехах» и, конечно, «Эксперименты Лейн», о котором мы сегодня и поговорим. Заваривайте чай, приятного просмотра. Старые зрители моего канала, скорее всего, сейчас испытали дежавю, но нет, все правильно. Хоть у меня уже выходил ролик по экспериментам Лейн, а также углубленный обзор на Бусти, да, не тот, который вы сейчас смотрите, а еще один. У меня все еще есть что рассказать. В первую очередь тут будут мои мысли и доводы, более подробный взгляд на, казалось бы, незначительные вещи в сериале. Конечно, перед просмотром этого ролика я рекомендую ознакомиться с самим аниме, но как показывают мои ролики по Еве, люди идут смотреть аниме даже после того, как смотрели мои видео, при том, что их хронометраж уже близится к хронометражу самого сериала. На всякий случай добавлю, что я пока не буду затрагивать игру по экспериментам Лейн, там все немного иначе и, наверное, это тема для отдельного ролика. У меня с последнего разбора накопилось довольно много размышлений, которыми я бы хотел поделиться. К тому же я вижу, что Лейн продолжает вызывать интерес у нового поколения. И это прям неудивительно. С каждым годом эксперименты Лейн все актуальнее и актуальнее. Сейчас половина школьников живет точь-в-точь как Лейн, заменяя реальное общение общением в инете и даже ведя двойную жизнь. Я думаю, вы замечали, что иногда разница между тем, какой человек в инете и какой в реале, настолько огромна, что иногда начинаешь задумываться, а точно ли он тебе вчера мурчал в дискордике. Уже с первых серий экспериментов Лейн зритель начинает задумываться о реальности происходящего. Вроде все нормально, все живут обычной жизнью с личными интересами, а Лейн просто есть. Буквально все ее действия в обществе отличаются от остальных. Ей как будто тут не место. Может показаться, разные люди бывают, может просто со школой не повезло, но даже ее семья, самые близкие люди проявляют к ней такое безразличие, что реально становится страшно. Такие моменты и рисовка иногда настолько пугают, что это аниме вполне заслуживает жанр хоррор. Мама, мне... Что? Мне письмо пришло. Письмо от одной девочки, которая уже умерла. После таких залипаний персов вот-вот кажется, что что-то произойдет, но если не скример, то хоть что-то неожиданное. Вот только ничего не происходит. И ведь проблема не в Лейн, она на все реагирует вполне нормально, у нее есть чувства, эмоции и запинки в речи, но вот люди рядом с ней как будто не настоящие, а мир искусственный. И потом окажется, что примерно так оно и есть. Люди в экспериментах Лейн проводят почти все свое основное время в сети. Там они веселятся, общаются, делают домашку, да и в принципе живут. Несмотря на то, что сам сериал вышел аж в 98 году, он до сих пор смотрится настолько свежо и прогрессивно, что порой реально думаешь, что это будущее лет через 10, а не прошлое. Нави, есть почта? Почты для Лейн нет. Хотя ведь так этот сериал и задумывался. А рисовка тут на таком уровне, что многие современные тайтлы до нее просто не дотягивают. Несмотря на то, что сюжетную составляющую я тоже сейчас затрону, я все же рекомендую посмотреть мой ролик с пересказом сюжета, который залит на канале. Я правда очень старался структурировать информацию, но сам сюжет в сериале идет так, что тебе за одну серию могут показать, почему что-то произошло в начале и расскажут причины событий, которые только произойдут, но уже произошли несколько серий назад. Ладно, на самом деле все не так плохо, и у нас есть основной линейный сюжет вокруг ГГ, но время от времени нам будут показывать моменты, которые происходят или уже произошли за кадром, и рассказывать, казалось бы, вообще никак не связанные с аниме истории. Но только дойдя до конца аниме, лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу. И собрав всю информацию в кучу, ты понимаешь, что абсолютно каждый момент был нужен и сюжетно обоснован. Я сначала вообще думал выпустить разбор на каждого перса, как я это делал с Евой, но тут не так много инфы по отдельным персам, но каждый перс несет достаточно важную роль в сюжете. Поэтому если что-то будет непонятно, ты всегда можешь задать мне вопрос в моем чате Телеграма. И да, я там всем отвечаю.
Так вот, большинство людей буквально живут в интернете, там они становятся свободными и часто совершенно не похожими на себя в реальности. Так произошло и с Лейн сразу после того, как в первой серии она начала пользоваться компьютером. Уже во второй серии мы узнаем о некоем двойнике Лейн, которого видели ее подруги в ночном клубе. И если Лейн это тихая и спокойная девочка, то ее двойник это наглая девушка, которая знает, чего хочет. Пока Лейн сидит дома или спит, ее двойник ходит по ночным клубам, оскорбляет друзей и наводит шорох в сети. Уважаемая Лейн Ивакура, не могли бы вы уделить нам немного своего времени? Вы совершаете ужасную ошибку. Вы предупредили нас. Я не Тайлер Дерден. Вы знали, что скажете и это. Но вот в начале двойник Лейн был больше похож на Тайлера Дердена из бойцовского клуба. Вероятно, в клуб ходила именно Лейн, просто с другой личностью. Но по мере того, как Лейн наращивала мощности своего компьютера и все больше времени проводила в сети, ее альтер-эго, назовем ее псевдо-Лейн, тоже развивалась. И ближе к середине сериала уже полностью отделилась от самой Лейн и смогла самостоятельно влиять не только на виртуальный мир, но и на реальный. А если кто не помнит, Лейн буквально весь сериал только и занимается модернизацией своего ПК. В конце она его всю же напрямую подключалась к своему дата-центру на жидкостном охлаждении. А откуда в Японии в те года такая проводка в обычном доме, которая может снабжать такой компик электричеством, это вообще отдельный вопрос. А учитывая то, что нам не показывали, что семья Лейн вот прям богатая, ну кроме покупки Нави последней модели, их вообще почему-то не волновали счета за электричество, ну да ладно. Welcome to the club, buddy. Когда Лейн все-таки приходит в клуб к ее подружкам, которые буквально вчера видели в нем ее клона, они еще раз убеждаются, что видели хоть и очень похожую девушку, но не Лейн. Но тут же происходит перестрелка из-за кибернаркотиков, и попадавший стрелок узнает Лейн. Более того, он начинает обвинять Лейн, что это она заставила его это сделать. И тут Лейн переключается, за нее начинает говорить ее Тайлер Дерден, то есть альтер-эго. В результате чего стрелок стреляет сам в себя. Кстати, еще один намек на то, что с Лейн что-то не так, мы видим, когда в поезде после всего произошедшего с Лейн связывается бог, а точнее чел, возомнивший себя богом Масами Эйри, о котором мы еще поговорим. После разговора с ним у Лейн как бы визуально разделяется выражение лица, и зрачки становятся разной формы, причем расширенный зрачок находится с солнечной стороны, а это как бы противоречит естественному рефлексу. Каждый раз, когда Лейн встречает проявление сети в реальном мире, появляется только больше вопросов. То на нее посмотрит кто-то из подворотни, то глюны накроют, то голоса в голове шизу устраивают, еще и челики какие-то постоянно около дома крутятся и непонятные штуки в шапочке появляются. То, что Лейн как минимум отличается от остальных, подчеркивают и тени различных оттенков с пятнами, расположенные только рядом с ее домом, как бы намекая, что в этом месте сеть и реальность соединяются больше всего. Странности и появление сети буквально появляются там, где находится Лейн. Это же касается крови, капающей из проводов, и различных галлюцинаций с перемещениями в пространстве, а также сущностей и сети, которые способна видеть только наша ГГшка. После того, как Лейн нехило бустанула свой сетап процессором Психе, который ей подкинули, она только активнее стала исследовать пространство сети, включая игру Фантома, которая имеет прямую связь с проектом Psycho Kids, который был призван объединить сверхъестественные способности детей во что-то общее и реальное. В мире Лейн подразумевается, что у каждого есть сверхспособности, но они настолько малы, что сравнимы с погрешностью. Но вот если их объединить, можно делать различные интересные штуки. Ну а больше всего эти способности развиты у детей. Собственно, их проявление мы и видим, когда в Фантоме, как бы сетевой игре, но которая начала выходить в реал, происходит реальное убийство. Так кто же такая Лейн и сколько их вообще? Это очень напоминает мой разбор на Аянами Рэй, но видимо я куда угодно смогу приплести Евангелион. Всего нам показывают 3 версии Рэй, то есть Лейн, если не учитывать тех пустышек и прочие образы, которые мы видели в сети, а иногда и в жизни. Лейн как человек — это обычная школьница с совершенно обычной жизнью. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Лейн как сетевая богиня — это та Лейн, которую мы видим в сети. Она прямолинейна, четко знает, чего хочет и активно пытается во всем разобраться. Также к этому образу относится и то, как Лейн себя показывает в реальной жизни в случае стрессовых обстоятельств. В случае возникновения проблем буквально из ничего не понимающего маленького ребенка появляется Тайлер Дерден и все разруливает. И часто такие переходы смотрятся прям угарно. Но в любом случае это все одна и та же Лейн, просто с небольшой биполяркой. Полную историю происхождения Лейн мы разберем в дальнейшем, но пока что нужно понимать, что Лейн — это сетевая богиня, которая живет самой обычной жизнью. Безусловно, она отличается от остальных людей, но то, что она находится, так скажем, в контакте с реальным миром, помогает ей видеть реальную картину вещей, как если бы президент ходил за продуктами в пятерочку. Кроме того, Лейн была создана людьми и была с самого появления сети, а благодаря 7-му протоколу могла изменяться и действовать в зависимости от желания людей. По моему мнению, Лейн — это сетевой образ, созданный коллективным желанием людей. Та самая программа, как говорил Масами Эйри, хоть его слова нельзя считать правдой. Этот образ переродился и развивался как обычный ребенок. И как только она была готова,
вернулась обратно к своей роли сетевой богини и стала жить двойную жизнь, все больше понимая, как устроены оба мира. Безусловно, Лейн это сетевая богиня, но в то же время у Лейн в человеческом обличии до событий сериала была совершенно обычная жизнь. Нет, это не значит, что Лейн это буквально богиня, которая родилась человеком и ничего не помнит. Как говорит сама Лейн, эти два образа Лейн это она сама, и нет никакой другой Лейн. Но в то же время ограничить две личности Лейн все же можно, и довольно четко. И да, при этом всем это все еще одна Лейн. Тут скорее похоже на Аянами Рэй из Евангелиона. Та тоже была обычным человеком, но при этом обладала душой второго ангела Лилит, а также ангельскими способностями. Рэй хоть и была отдельной от Лилит личностью, но четко знала, что нужно делать во время комплементации. Вот примерно та же история с Лейн из сети и с Лейн в человеческом обличии. Это две разные личности, объединенные в одно целое, то есть Лейн. Так, ладно, с этим разобрались. Но кто же такая злая Лейн? Злая Лейн, как и все прочие образы Лейн, которые были в сети, это все подделки, созданные рыцарями, чтобы с помощью различных манипуляций заставить Лейн полностью уйти в сеть и отказаться от человеческого тела. Что в том числе также предлагалось сделать Тиса. Злая Лейн и прочие клоны также были нужны для распространения нужных рыцарям слухов, так и для популяризации самой Лейн в сети среди других пользователей. Именно поэтому, когда Лейн только начала погружаться в сеть, ее там уже все знали. То же самое произошло и в реальной жизни в клубе Сайберия, который является полигоном рыцарей, где они тестируют свои новые устройства и даже нанимают малолетних последователей, куда попал и мальчик Тара. С ним и его компанией подружилась злая Лейн, и неудивительно, что у настоящей Лейн первым делом завязался разговор именно с Тара, ибо он и другие из его компании до этого уже видели Лейн. В дальнейшем злая Лейн появляется также в реале, но была обычной запрограммированной подделкой, и нельзя сказать, что она обладала хоть какой-то личностью или целью, кроме выполнения планов рыцарей. Да и вообще, что она на самом деле была. А вы знали, что сериал «Эксперименты Лейн» должен был привести к военному конфликту? Я пошутил. Или нет? Да-да, изначально сериал создавался исключительно для понимания японцами. Продюсер сериала Ясуюки Уэда считал, что американцы и весь остальной мир настолько другие, что просто не поймут произведения, что приведет к войне идей, тем самым заставив разные культуры общаться между собой, споря за тот самый истинный смысл произведения. То есть чел буквально хотел, чтобы весь мир пересрался в интернете, тем самым продвигая эксперименты Лейн в массы. Вот только оказалось, что все поняли. За пределами Японии живут абсолютно такие же люди, и мнение от просмотра было у всех плюс-минус одно и то же. Эксперименты Лейн были задуманы как объединение различных форм подачи: аниме, видеоигры и манга. Именно поэтому мы видим различия во всех трех произведениях. Задумывалось, что зритель, только собрав все три произведения и смысловых нагрузки воедино, сможет понять, что же на самом деле произошло, и истинный смысл истории. Все три формы экспериментов Лейн вышли практически одновременно, но сценарий к игре был написан первым, так что считается, что за основу аниме был взят именно сериал. Тему игры и манги, я думаю, затронуть в следующих роликах, если этот ролик соберет, ну допустим, 150 лайков, и я увижу, что данная тема вам действительно нравится. Минутка важной инфы. Не, серьезно, не скипай. У меня сейчас производственные непонятки с каналом на ютубе, поэтому я очень прошу подписаться всех на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе о моих новых роликах, и не потерять меня, все абсолютно бесплатно. Но это действительно окажет мне серьезную поддержку, особенно как запасная платформа в случае, если с ютубом будет что-то не так. Я регулярно провожу различные голосования, выкладываю новости и даже провожу розыгрыши. Так что ты, да, именно ты можешь внести свой вклад в развитие канала и решать, какой ролик выйдет и какую информацию в него добавить. Кроме того, я сейчас каждые выходные провожу стримы, информацию о проведении которых я выкладываю в телегу, а также в телеге есть чат, где я общаюсь со всеми вами и могу общаться с тобой тоже. Ну и конечно, на Бусти есть эксклюзивы, которые не выйдут на ютубе. Спасибо за внимание. Уже в самой первой серии нам начинают показывать, что Лейн видит галлюцинации. Иногда это люди, а иногда что-то только напоминающую форму человека. Или, например, тот, кого больше нет в живых, как, например, раскомнадзорнувшаяся одноклассница Тиса. Чаще всего это происходит, когда она остается одна. Нет, они совершенно никак не вредят и довольно быстро пропадают. Что же это такое? Все просто. В такие моменты Лейн видит вживую, как сеть переплетается с реальным миром. В дальнейшем мы узнаем, что некоторые и вовсе настолько сильно погрузились в сеть и нарастили мощностей, что и вовсе способны контролируемо материализоваться в реальном мире. К фальшивым вещам также относится любовь в семье Лейн. Родители живут от нее максимально отстраненно. Да, они о ней заботятся, Лейн практически ни в чем не нуждается, они часто едят вместе за одним столом. Батя, который, наверное, единственный из семьи Лейн, иногда проявлял родительскую теплоту, даже купил Лейн дорогущий Нави, последней модели, просто потому что она попросила новый комп.
Хотя сделал ли он это потому, что захотел помочь, а не по приказу корпорации Татибана, это уже другой вопрос. Матери Лейн вообще абсолютно на нее насрать. Даже когда Лейн застает родителей за поцелуем, они быстро прекращают что-либо делать и в очередной раз надевают свои каменные лица. Что ли из-за неприязни, или потому что просто не хотят показывать Лейн хоть какие-то признаки настоящей любви. Для тех, кто не понял это в сериале, семья у Лейн на самом деле подставная. Когда Масами Эйри создал Лейн, а точнее материализовал, дабы объединить сеть с реальным миром, корпорация Татибана подселила Лейн в обычную семью, чтобы наблюдать за развитием Лейн и что вообще будет. Зная это, автоматически закрывается вопрос, откуда у родителей Лейн столько денег на электричество и компьютерные комплектующие, которыми постепенно начинает обрастать комната Лейн, по мере ее развития как цифровой богини. Но подробнее об этом поговорим позже. Кстати, я также слышал мнение, что школа у Лейн частная, и это как бы доказывает изолированность ее обучения, как это, например, было в Еве, когда весь класс Синзи был по факту искусственным экспериментом с запасными пилотами, а частная школа у Лейн, потому что там учатся одни только девочки, как это, например, происходит в специальных частных школах. Вот только в Японии как раз в основном начиная со средних классов, а иногда и раньше, действует раздельное обучение. Конечно, есть разные школы, но раздельное обучение там далеко не редкость. Это вообще отдельная тема для видоса, но там даже учебная программа может отличаться в зависимости от твоего пола. Так что школа у Лейн вполне обычная для Японии. К тому же еще раз напомню, что сериал делался для понимания японцами, а не остальным миром. С сестрой же Лейн все не так плохо. Она, по всей видимости, самый обычный человек и никаких подробностей про Лейн не знает, воспринимая ее просто как младшую сестру, скорее всего даже родную. Ее поведение довольно обычное, у нее есть то ли парень, то ли просто чел, с которым она иногда ебется и ночует, непонятно. Завтракать будешь? Не хочешь? Или торопишься? Пошли в бассейн в следующий раз. Честно, я сам только при втором просмотре заметил эту сцену. Над тем, являются ли некоторые персонажи тут реальными людьми, вообще нужно задуматься. Ну, к реальным людям, безусловно, относится вот этот курьер, который, если что, Аоба, которого, видимо, уволили из нерв после инцидента с аквариумом с голыми школьницами, и теперь он работает курьером, доставляя, видимо, то самое оборудование из нерв, которое успел спиздить. И это как бы напрямую доказывает, что Лейн и Ева связаны. Гойда точно реальные люди есть. Проблема, конечно, в том, что многие откинулись к концу аниме, но да ладно. Итак, персонажи, которые вызывают больше всего вопросов, это семья Лейн. Непонятно, насколько они вообще являются людьми, учитывая то, что к ним специально подселили Лейн. Но, возможно, это все же обычные люди, которых просто заставили воспитывать Лейн. Мику, конечно, тут вызывает меньше всего вопросов, но под конец аниме она буквально становится овощем из-за проклятия от рыцарей. Ну, а точнее, ее как бы подменяют, так что да. К тому же, довольно мощным доказательством того, что семья Лейн полностью искусственная, является то, что после инцидента в клубе Лейн забирают в полицейский участок, а при попытке дозвониться до родителей никто не берет трубку. Я же вам не буду врать. Да, никто и не говорит, что ты врешь. Я же проверял уже. И когда Лейн привозят домой, там также нет даже намека, что дома кто-то есть. Ключ у тебя есть? Да. Сейчас опустим тот момент, что Лейн просто так отпустили домой, и никого не насторожил тот факт, что родители девочки неизвестно где, но, похоже, полиция тоже в курсе, кто такая Лейн. А на утро, конечно же, все нормально, и все ведут себя как ни в чем не бывало. Мам, ты вчера ночью... Что я? Так, ничего. К тому же разговор Лейн с главой корпорации Татибана о том, что Лейн не помнит даже когда родилась, и все события, которые произошли после этого, все проясняют. Да заткнись ты вообще! Какого черта мне нужно помнить эту хрень? Она бесполезна. Так что, ну, очень вероятно, что, по крайней мере, родители — это просто марионетки, созданные корпорацией Татибана. Меня тут спросил один нехороший человек. Тебя зовут Лейн Ивакура? И твои родители твои настоящие родители? Правда глупо? Ну, глупо же. Тиса. Ну, с ней все плюс-минус понятно. Она была человеком раньше, но совершила Роскомнадзор и стала цифровой копией, то есть уже не совсем человеком. С Масами Эри произошло все то же самое, но в сети изначально у него было прав больше, поэтому он стал цифровым богом. Но в его основе лежит только цифровая копия сознания, так что он тоже не человек. Также сюда относятся все те, кого встречала Лейн, но кто был довольно плотно связан с рыцарями или Татибаной. Ведь если в этом мире есть технология, которая, если уж не может материализовать искусственно созданных клонов,
миллионов, то точно способна просто изменять память людей как угодно. Ничему нельзя верить на 100%. И по сути, некоторые из персонажей, которых мы видим, могли быть просто коллективными Тайлерами Дерденами. Сериал «Эксперименты Лэйн» задает очень много вопросов и постоянно затрагивает тему религии и истинного бога. Даже сама фамилия у Лэйн непростая. Лэйн Ивакура. Ивакура — это священный камень в синтоизме, куда призывают ками для поклонения. Ками — это аналог нашему слову «бог». Только в синтоизме ками — это больше множественное значение. Им могут быть животные, различные природные явления и даже люди. Ками может умереть и ками можно стать. Ками не обладает всемогуществом, он как бы помощник бога. И каждый ками отвечает за свою сферу влияния. Ивакуру часто обвязывают веревкой, которая называется семинава, которая в широком смысле используется для отмечания священного места, или места, где являлись ками. Это довольно похоже на то, как Лэйн обматывалась проводами, пока глубже погружалась в сеть. Исходя из этого, можно предположить, что Лэйн — это ками, то есть не всемогущая богиня, а только богиня сети, которой она стала, будучи обычным человеком. Или Лэйн является проводником между людьми и богами, богом. А это и есть главная задача сети – передача информации. Но вместо ответов появляется больше вопросов. Мнение о людях и происходящем менялось у Лэйн в течение всего сериала. Вот вы только представьте, сначала к ней приходит одноклассница, предлагающая зарегаться в реестре блогеров, и Роскомнадзорница, отказавшись от тела. Дом постоянно начинают мониторить люди в черном. И чем больше подписчиков у Лэйн, тем больше контроль и блокировки интернета. Чтобы Лэйн знала только то, что выгодно рыцарям и Татибане. Затем Тайлер Дерден взрывает ее комнату, и конечно люди в черном тут ни при чем и просто рядом стояли. Ее злая копия устроила тотальный слив ее подруги, поэтому Лэйн пришлось самой подчищать весь интернет и корректировать память у всей школы. Призывы не очень живой одноклассницы зарегистрироваться в базе не помогают, поэтому приходит сам псевдобог, чтобы тотально заблокировать Лэйн по IP. А так как бог един, уже сама Лэйн в виде богини сети начинает говорить через псевдобога, но в итоге оказывается сильнее и побеждает. Правда, ценой своего психического здоровья и родителей. Но зато теперь хата своя и без мам, пап, сестер и кредитов. И переживя все это, Лэйн уже сама стала меньше, чем человеком. Если бы Алиса вовремя не пришла к Лэйн и не показала, что хиканство это не выход, и человеком быть здорово, хер знает, чем бы кончилось аниме. Но как вообще так получилось, что какой-то чел стал богом сети, и как у Лэйн получилось занять его место? На самом деле Лэйн была богом по своему определению, и слова псевдобога про то, что она всего лишь программа, можно воспринимать примерно так же, как то, что YouTube плохо работает, потому что сервера Гугла износились. Но хоть Лэйн и является сетевым богом, в сериале точно не обсуждается, есть ли истинный бог в сети или в реальности, или то, что сама Лэйн и есть тот самый истинный бог. Был ли кто-то, кто создал Лэйн как богиню, или это Лэйн создала все? У Масами Эри получилось стать богом только потому, что у него были последователи. В первую очередь в лице рыцарей, которые несли пропаганду о нем в сети. Бог не может существовать без людей, которые ему поклоняются. Аниме рассказывает о том, что бога сети создали сами люди, и сами сделали его истинным и единым. Лэйн имеет прямую связь с мыслями людей и может изменяться под их желание. Она была нужна миру для глобального воссоединения человечества. Она должна была восстановить связь и вывести общественное бессознательное на сознательный уровень. Эго и тело дал Лэйн никто иной, как Масами Эри. Но значит ли это то, что он истинный бог? Или же это сетевая богиня Лэйн с помощью лже-бога в лице Масами Эри сама создала себе человеческое воплощение? По сути, Лэйн заново получила статус сетевой богини в человеческом воплощении, а вместе с этим и силой изменять сознание людей. Только потому, что у нее были ее последователи, которые верили в нее. А иначе она сама себе противоречит. Лэйн была создана самими людьми для всеобщего соединения. Но как это всегда бывает, после того, как Лэйн стерла всем память и провела, так сказать, комплементацию мира, особо ничего не поменялось. Да, люди больше не испытывают наркотики, которые производили рыцари. Люди в черном теперь работают на самой обычной работе, а Масами Эри вместо того, чтобы становиться псевдобогом, решают уволиться со своей работы. И, конечно, в этом мире нет места для Лэйн. Но значит ли это, что она потеряла все свои способности и по сути уничтожила саму себя, потому что больше не осталось последователей, которые бы верили в нее? Нет, ведь она выполнила то, для чего и была создана, поэтому она исчезла только в физическом мире. Как сетевая богиня она никуда не исчезала. Конечно, ее больше никто не помнит, но Лэйн это больше, чем имя. Лэйн — это вера в коллективное сознание. И сеть — это больше, чем провода. Сеть может формироваться из чего угодно. Даже сама планета объединяет всех людей с помощью резонанса Шумана. Сеть — это просто поле обмена информацией. А значит, и Лэйн будет существовать до тех пор, пока люди обмениваются какой-либо информацией. Ведь Лэйн любит все. Мы до сих пор не понимаем, что ты из себя представляешь и на что ты способна. Но я тебя люблю. Мне не разрешали прийти проститься с тобой, но я успел. Успел тебя полюбить.
Само представление мира завязано на самосознании и подтверждении своего существования. Лейн существовала и в сети, и в реале, существовала всегда, но весь сериал она не перестает задаваться одним единым вопросом: кто я? Примечательно, что в ее детстве у нее, скорее всего, даже и не возникало таких вопросов, ну или они были довольно поверхностные. Ты тот, кем тебя считают другие, так ведь? Но Лейн выросла, а вместе с этим появилось только больше вопросов, и еще больше доказательств, что ответы на них получить будет очень трудно, если вообще возможно. И даже когда у Лейн, казалось бы, получилось приблизиться к осознанию себя в качестве сетевой богини, приходит Алиса и напоминает, что Лейн еще и живой человек, у которого есть любящая подруга. В конечном итоге суть одна, и она неоднозначна. Приблизиться к ответу «кто я» у Лейн получилось только соединив общественное мнение, отправленное рекламой злой Лейн, свой образ сетевой богини и свой образ зашуганной маленькой девочки в офлайне. Только соединив все это воедино и выведя коллективное бессознательное на сознательный уровень, у Лейн получилось пересоздать мир, выполнить цель, для которой она и была создана. Но даже пройдя все этапы, Лейн все равно возвращается повидаться с повзрослевшей Алисой, которая ее даже не помнит, тем самым снова поднимая тему своих желаний и самосознания. Итак, обо всем немного поговорили. Я думаю, теперь пора поговорить про теорию истинного сюжета. Почему теорию? Потому что смысл экспериментов Лейн у каждого свой, и каждый имеет свою долю истины. Пересказ аниме, если что, есть у меня на канале, а еще один видос с углубленным разбором есть у меня на Бусте. Да, не этот видос, а еще один, хотя и этот там также залит. В общем, я не буду углубляться прям во все детали, а попробую выстроить события в хронологическом порядке и расскажу о том, что было за кадром. Все ссылки на материалы, которые мне очень помогли в этом разборе, если что, есть в описании. И да, народ, все, что я сейчас буду говорить, я в этом даже сам не уверен, потому что данную теорию я собрал из всей инфы и статей, которые нашел в инете. И если честно, сам к ней отношусь довольно скептически, но тем не менее она выглядит наиболее логичной. Итак, начнем сначала. В 40-х годах на Землю падает летающая тарелка. Из нее люди получают технологии, позволяющие улавливать экстрасенсорные способности людей и даже управлять ими. Да, оказывается, что все люди псионики и умеют влиять на физическое пространство. Вот только их влияние настолько незначительное, что сравнимо с погрешностью. А больше всего таких способностей у детей, так как их голова еще чиста, а желание искреннее. Эта экстрасенсорная энергия называется пси-энергия. Примерно к 80-м годам профессор Катчсон проводит кенсингтонский эксперимент. Он одновременно подключает сознание сотен детей к устройствам-приемникам, чтобы собрать всю пси-энергию вместе, и она смогла полноценно влиять на внешний мир. Но, к сожалению, эксперимент заканчивается катастрофой. Все взрывается, а мозги детей просто выжигаются. Осознав силу разрушения, профессор уничтожает, как он думает, все свои наработки и упоминания о данном проекте. Но что-то все же остается. Нужно понимать, что в мире экспериментов Лейн действует правило монополии на интернет. То есть, кто держит главные DNS-сервера и обладает правами администратора, тот и получает полный контроль над сетью. Поэтому разные корпорации хотят заполучить себе кусочек побольше. Именно это в будущем и будет мешать перейти сети на 7-й протокол IP-адресов, так как каждая компания захочет управлять сразу всей сетью. Так вот, главная корпорация-монополист — это корпорация Татибана. Она же по совместительству производит компьютеры Navi. Грубо говоря, аналог современного Гугла или Apple, ибо к яблочной технике тут отсылок достаточно много. Кроме Татибаны также есть рыцари, которые выступают за правду и открытую информацию. Татибана хочет повторить эксперимент над детьми только в масштабах всей планеты, чтобы задействовать силу пси всех людей на Земле, где каждый человек будет нейроном, а вся планета обретет сознание, где у корпорации будут права с высшим доступом. Но данный проект не успевает закончить полностью, так как один из ученых, который работал в этой корпорации, Масами Эри, взламывает систему и записывает туда копию своего мозга, а сам совершает Роскомнадзор. Таким образом, вместо планетарного сознания теперь сознание Масами Эри, которое соединено со многими, если не со всеми людьми. Тем самым это делает его богом сети. А сейчас, внимание, это только одна из теорий, к которой у меня достаточно много вопросов, но она звучит вполне логично. В результате получается два мира. Реальный мир, больше похожий на пустошь, где все люди подключены к сети, как в Матрице. И, собственно, сама Матрица, выглядящая как мир конца 20 века, который люди воспринимают как реальный мир. Собственно, эту Матрицу мы видим все аниме как реальный мир. Но, конечно, Масами Эри даже этого мало. Он хочет, чтобы люди, которые живут в его Матрице, признали, что он истинный бог. Но напрямую взаимодействовать с Матрицей ему достаточно тяжело, поэтому он создает еще одну Матрицу внутри Матрицы, которую все называют сетью. Тот самый мир, который все люди воспринимают как виртуальный, при том, что даже настоящий мир, в котором они живут, тоже виртуальный, но они об этом не знают. Он
также создает Лейн, программу, целью которой как раз является объединение матрицы и виртуального мира внутри матрицы, то есть сети. Ну и так как люди уже в матрице, они автоматически имеют связь с виртуальным миром внутри матрицы, сетью. Я надеюсь, все понятно. Лейн постепенно начинает вносить изменения в виртуальный мир матрицы методом изменения памяти людей. В результате, влияя из виртуального мира на мир матрицы, Лейн поднимает уровень технологий таким образом, что у людей в 90-х уже появляются интернет, прокачанные компьютеры и VR-шлемы в каждом доме. Так, стоп, наверное, пора дать более конкретные названия мирам, чтобы вы не запутались. Мир 1. Это реальный мир, который превратился в пустошь, где все люди подключены к матрице, которой управляет Масами Эйри. Мир 2. Это матрица, которую все люди воспринимают за реальный мир. Ее мы и видим большую часть аниме. Мир 3. Это та самая сеть, которая по факту является виртуальным миром внутри матрицы. Дальше Лейн создает свой образ в мире 3, то есть сети, чтобы люди могли ее запомнить. Поэтому в аниме все люди в сети уже изначально знают Лейн. Далее, когда люди сформировали свое мнение о Лейн как о человеке из сети, она меняет их память таким образом, что они начинают воспринимать Лейн не только как тянку из инета, но и как реального человека из мира номер 2. Таким образом, Лейн разделяется. Теперь есть ее личность в сети, мир номер 3, Лейн 1, и вторая ее личность в матрице, условно физическом мире, мир номер 2. Причем вторая ее личность совершенно независима и считает себя обычной девочкой. И для укрепления иллюзии, Лейн 1 даже переписывает память нескольким людям, так что они считают себя друзьями и семьей Лейн 2. Правда, периодически Лейн 1 по приколу подключается к Лейн 2 и ненадолго берет на себя управление, как это было в клубе Сайберия. А родители Лейн 2 теперь считают себя агентами Татибаны, поставленными, чтобы исполнять роль родителей в эксперименте корпорации. Но на самом деле корпорации давно не существует, и все это создала сама Лейн. Но кроме Лейн, для соединения миров Масами Эйри также создает культ рыцарей, которые выступают за правду, но в то же время верят, что в случае смерти образ человека в сети продолжает жить, и тело как бы тебе на самом деле не нужно. А учитывая то, что в случае смерти просто пропадает проекция человека в мире 2, а реальное тело в мире 1 остается живым, они правы. Масами Эйри также запускает тотальную пропаганду Лейн как сетевой богини, поэтому в мире 2 люди периодически видят образ Лейн. Например, в клубе Сайберия в виде той самой драйвовой Лейн, и буквально образа богини, которые молятся люди на площади. А также различные глюки мира также были призваны подготовить людей к тому, что мир, в котором они находятся, на самом деле нереален. Тем временем Лейн 2 узнает о существовании мира 3, то есть сети, и начинает наращивать мощность в этом мире. Происходит событие, которое мы видим в аниме, то есть с ней связывается роскомнадзорнувшаяся Тиса, Лейн, чтобы с ней пообщаться, просит у бати новый комп, Лейн видит, как еще одна девочка сама прыгает под поезд, в клубе Сайберия видит девочку, очень похожую на Лейн, но как бы не Лейн. Кстати, через Сайберию идет продажа наркотика Ацела, работающего на наномашинах, новая разработка рыцарей. Случается инцидент с наркоманом в клубе, а в сети начинают расползаться слухи о загадочном двойнике Лейн. Рыцари подбрасывают Лейн процессор Психе, дабы она получила большую свободу в сети. А тем временем люди в черном все ближе подкрадываются к Лейн и постоянно за ней следят, уже почти 24/7 карауля у ее дома. Но это не рыцари, а сотрудники Татибаны. И не зря, потому что с новым процессором Лейн обретает новые знакомства и начинает постепенно наращивать свою мощность в сети. Самоубийства продолжаются, и выясняется, что все погибшие играли в игру Фантома. И сначала это и правда была игра, но по всей видимости именно рыцари ее взломали и внедрили в нее вредоносный код, из-за чего игроки буквально сошли с ума и плохо различали реальность и сеть. Также нам дают понять, что вроде как есть некий суперкомпьютер, как бы истинный сетевой бог, который пишет предсказания и с помощью них может управлять людьми, как это произошло с сестрой Лейн. Лейн встречается с профессором Хаджсоном, который рассказывает про проект KIDS, то есть Кинсистонский эксперимент, который был совершен 15 лет назад. Всех детей соединили в один суперкомпьютер и хотели по-своему использовать их энергию Психе, возможно даже для вычислений, но у них просто сгорели мозги и никто не выжил. Скорее всего, это и был прототип того самого суперкомпьютера для выдачи предсказаний и управления людьми. Но теперь данным экспериментом занимаются рыцари, которые где-то смогли откопать записи безумного деда. Только вместо приемников и кучи техники им нужен любой компьютер с доступом к сети. Лейн показывает, что у нее пиздос какие мощные пси-способности и ломает агенту в черном очки. Но люди в черном хотели ее специально выманить, потому что рыцари решили сыграть в Тайлер Дердена и заложили в ее комнату бомбу. Где, интересно, они столько мыла взяли? Выясняется, что Лейн ничего не знает о своем
своем рождении и в принципе о своих родителях. А Татибане интересен некий 7-й протокол. Лейн выходит на сетевого бога, а как мы помним, настоящий сетевой бог это Лейн 1, которая сообщает, что на самом деле Лейн 2 это просто ее аватарка в реальном мире, и на самом деле это она подключается к Лейн 2 из сети, а не наоборот. Но Лейн 2 считает себя не аватаркой, а как минимум проекцией памяти, созданной на основе памяти других людей. Выясняются подробности о Масами Эйри, проекте объединения всей планеты в нейронную сеть, и то, что у Лейн подставная семья, которую заселила к ней корпорация Татибана. Ближе к концу сериала у Лейн формируется собственное сознание, и связь ее с сетью обрывают, удалив искусственные воспоминания, а также прекращает работу подставная семья, потому что нахер она теперь нужна. Так как планы рыцарей и Татибаны не совпадают, после того, как Лейн вычисляет всех рыцарей, к ним тут же приходят люди в черном. Или происходят другие загадочные случаи, в результате культа рыцарей, по крайней мере, его руководство больше не существует. Также корпорация активно чистит остатки личности Масами Эйри, так что сетевой бог становится ближе к своей собственной личности, Лейн. То есть сам Масами Эйри начал терять свою личность на фоне Лейн, тем самым как бы умирая и отдавая все свои полномочия Лейн. Но личность Масами Эйри пока что живет, так как о нем помнит Лейн. Лейн эмулирует работу компа сразу в своем мозге, а Масами Эйри рассказывает ей, что она всего лишь программа. По всей видимости, программа по созданию личности сетевой богини. То есть логически можно сказать, что реальное тело Лейн это просто набор воспоминаний людей. То есть и тела у Лейн как бы нет по факту, так как все действие происходит в матрице. Это объясняет, почему Лейн может так круто пользоваться аналогом магических способностей. Осознав все это, Лейн пытается исправить воспоминания разных людей, получив в условно-физическом мире, мир номер 2, единую версию себя. То есть вместо того, чтобы избавиться от тела, она делает его более четким. Лейн рассказывает Алисе, что все люди программы, включая ее саму. Но Алиса убеждает Лейн, что это не так. Развитие технологий в этом мире привело к тому, что реальные люди начали осознавать, что реальный для них мир — это соединение сети и реального мира. Как раз процесс этого соединения Масами Эйри хочет контролировать, в то время как Лейн хочет, чтобы все люди решали все сами. Масами Эйри в последний раз пытается что-то сделать и материализоваться в физическом мире, но Лейн его побеждает. Лейн решает не мешать людям развиваться в своем понимании сети и мироустройства и удаляет все возможные намеки от Масами Эйри, что люди находятся в матрице и прочий мусор в виде рыцарей, воспоминания людей и любых упоминаний о том, что было в сети. Под конец аниме делает намек, что возможно вся сеть была на самом деле сделана для общения с инопланетным разумом. И в конце концов Лейн загружает копию своего сознания в сеть, тем самым снова обретая образ сетевой богини. И получает такой же уровень доступа, как и Лейн 1. Она считает, что люди должны самостоятельно прийти к пониманию, что они в матрице, и никакой сетевой бог для этого не требуется. А потом стирает из памяти людей и себя, оставив единственную копию своего сознания в памяти человека, который считал себя ее подставным отцом, и успел к ней привязаться. Эксперименты Лейн — это аниме, рассказывающее про мир, в котором большинство людей перестали жить в реальном мире и перешли в сеть. Причем под сетью подразумевается не только интернет, но и любая технология для коммуникации. Там они отдыхают, работают, да и в целом живут. Для них реальность и сеть уже давно слились воедино, и разделить их практически невозможно. Для них это буквально одно и то же. И в этом мире живет девочка, смысл появления которой в глобальном соединении всех людей в коллективное сознательное, дабы решить множество человеческих конфликтов и создать идеальный мир, каким он когда-то был. Вот только девочка сама по себе является сетевой богиней, поэтому постоянно сталкивается с множеством трудностей понимания себя и человеческой природы. И казалось бы, все достаточно просто и понятно, но все же каждый трактует смысл данного аниме по-своему, все больше уходя вглубь произведения и добавляя детали и домыслы, на которые уже другие люди будут опираться при построении своего собственного смысла. И даже при всем при этом каждый из них будет прав, ведь данный сериал сам задает вопросы зрителю, ответы на которые могут быть не всегда однозначные. Например, у меня постоянно возникает непонятно откуда связь с Евангелионом. Местами кажется, что у них даже рисовка довольно похожа. Почему? Твое тело вообще излучает тепло, ты же кукла, мерзкая кукла. Я не кукла. Заткнись! Знаешь ли ты, что у тебя тоже есть замена, Рэй? У тебя тоже есть замена. Так же, как и у меня. А также бойцовским клубом, который вышел только через год после экспериментов Лейн. Ну вот вы сами подумайте. Лейн — это ведь буквально Джек, ну то есть рассказчик. Она также живет свою обычную жизнь, ходит в шкилу и, видимо, тоже страдает от недосыпа, ибо постоянно ходит с каменным выражением лица и почти не проявляет эмоций. Ей начинают казаться странные вещи, а подружки зовут ее в некий подвальный клуб — Сайберия, где также обитает ее собственный Тайлер Дерден, который точно так же, как и в бойцовском клубе, уговаривает Лейн сделать проект «Разгром», только в
отличие от бойцовского клуба, двойник Лейн хочет, чтобы Лейн полностью ушла в сеть и присоединилась к рыцарям для совместной реализации протокола 7, дабы изменить мир. Ну да, у нее тоже взорвали дом, и вполне вероятно, что рыцари сделали это через злого двойника Лейн. Короче, вы поняли. Вообще разборов экспериментов Лейн есть довольно много на русскоязычном ютубе, штук 15 точно наберется. Так что если я о чем-то не рассказал, пиши мне в телегу. Хотя никакого нового контента по Лейн сейчас практически не производится. Конечно, когда история превращается в дойную корову, это не очень хорошо. Но с другой стороны, выпускать что-то новое, если автору действительно есть что рассказать раз в 5-7 лет, уже и не такой зашквар получается. Но, к сожалению, с 98 года практически никакой движухи по данному проекту не ведется. И это довольно печально. Видимо, потому что аниме логически завершено. Так что я вообще не понимаю людей, которые говорят о том, что та же Ева больше не выйдет, Гайнекс обанкротились и Хидеаки Анно опять впал в депрессию. Алло, народ, у вас ОВА вышло в 23 году и каждый год анонсят официальный мерч и различные ивенты по Еве, в том числе и в играх. К тому же Гайнекс давно над Евой больше не работают, и все права передали студии Кхара, которая и сделала все ребилды. А тут буквально у тайтла нет никаких обнов почти 30 лет. Вот что по-настоящему мертво. Народ, привет, это я из будущего. Вот смонтировал я, значит, ролик, еще залить даже не успел, и угадайте, что произошло. У тайтла не было никаких обнов 27 лет. Я доделал ролик, и вот что мне скидывают в телеге. Да, у данной истории все же будет продолжение в виде игры, которая называется «Сигнал». Ее мини-трейлер вы сейчас можете видеть. Я честно не знаю, что сказать. Вот это совпадение. Игра выйдет 30 апреля в Steam. Данный проект одобрен авторами оригинала, так что можно сказать вполне каноничен. Говорят, что проект будет в разы мрачнее и реалистичнее оригинала. Ну что ж, ждем. Если игра действительно выйдет, сниму на нее обзор. Ладно, удачного просмотра. Хотя аниме-то прям неплохое, и за время своего существования набрало такую фан-базу, что может наравне тягаться с той же Евой. В любом случае, я советую посмотреть данное аниме, и поверьте, даже спустя четверть века оно способно вам подарить новые эмоции. Как в плане действительно качественной рисовки, так и в сюжетной составляющей. И судя по всему, чем больше времени пройдет, тем больше данный тайтл будет вызывать к себе интерес у нового подрастающего поколения. Ну а на сегодня это все. Советую подписаться на мой канал в Телеграме, ведь там я публикую информацию о том, как делаются ролики, когда они выйдут, информацию о стримах и абсолютно всю инфу про канал. А также там есть ссылка на чат, в котором мне можно задать любой вопрос, на который я лично отвечу. Эксклюзивы, как вы уже знаете, на Бусти. Список бустеров сейчас на экране. Пока-пока.